Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я покажу, как правильно использовать куркуму, если вы хотите поддержать здоровье без фанатизма и ошибок. Это не история, это четкая система действий. Сразу прошу, поставьте лайк и подпишитесь, потому что дальше будет информация, которую редко дают целиком. Куркума не специя для вкуса. Я всегда подчеркиваю, она работает только при правильном применении. Многие сыпят ее в еду и ждут чуда, но получают ноль. Я объясняю, как надо, чтобы активные вещества реально усваивались, а не проходили транзитом через организм. Первое, на что я обращаю внимание – воспаление. Хроническое, скрытое, то, что медленно разрушает суставы, сосуды, кишечник. Куркума применяется не разово, а курсом. Базовый рецепт. Половина чайной ложки куркумы, щепоть черного перца и теплая вода. Без перца эффекта не будет. Если цель поддержка печени, важно не торопиться. Я всегда рекомендую принимать куркуму утром натощак, но не в чистом виде. Смешайте ее с теплым растительным молоком или водой с каплей масла. Это не ускорение, это мягкое включение детокса без стресса. Сейчас напомню, если информация полезна, поставьте лайк и подпишитесь. Это помогает каналу развиваться. А мы идем дальше. Для суставов куркума используется иначе. Здесь важна длительность, минимум 21 день. Рецепт: куркума, мед и теплая вода перед сном, без сахара, всегда. Когда речь идет о пищеварении, я предупреждаю сразу. Меньше значит лучше. Ошибка многих – превышать дозу. Для ЖКТ достаточно четверти чайной ложки куркумы с теплой водой после еды. Это снижает вздутие, поддерживает микрофлору и помогает желчному оттоку. Отдельно скажу о женском здоровье. Куркума применяется циклично, а не постоянно. Я рекомендую курсами по 10 дней с перерывом. В сочетании с теплым молоком и щепоткой корицы она мягко поддерживает гормональный баланс и снижает воспалительные реакции. Для иммунитета куркума работает только в системе. Я всегда подчеркиваю: сон, вода, питание и только потом специи. Рецепт простой: куркума, имбирь, лимон и мед, но не кипяток. Температура теплая, иначе активные вещества разрушаются. Середина видео, и я снова напомню. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если хотите видеть такие разборы чаще. А сейчас важный момент. Куркума не принимается постоянно. Я всегда делаю акцент на паузах, иначе вместо пользы можно получить нагрузку на печень. Дальше я покажу, как правильно использовать куркуму при повышенном давлении, сахаре и хронической усталости, и почему в этих случаях она работает не так, как пишут в интернете. Именно здесь большинство делает фатальную ошибку, из-за которой эффект теряется полностью. Когда речь заходит о повышенном давлении, я всегда подчеркиваю: куркума не экстренная помощь, а инструмент регулировки. Используют ее только вечером в минимальной дозе с теплой водой и каплей лимонного сока. Это помогает сосудам расслабляться постепенно, без резких скачков. При повышенном сахаре куркуму применяют строго после еды, никогда натощак. Я рекомендую сочетание куркумы с корицей и теплой водой. Такой формат поддерживает чувствительность к инсулину и снижает воспалительный фон, который часто и мешает стабилизации показателей. Хроническая усталость – это не лень, а истощение. Здесь куркума работает как адаптоген. Я советую утренний напиток: куркума, щепоть черного перца и чайная ложка кокосового масла. Не для бодрости, а для восстановления. Это важно понимать, чтобы не ждать мгновенного эффекта. Если цель – защита сердца, я всегда говорю о регулярности. Куркуму принимают через день, малыми дозами. Такой ритм снижает окислительный стресс и поддерживает эластичность сосудов. Именно умеренность здесь дает результат, а не чем больше, тем лучше.
Сейчас делаю короткую паузу. Если вы уже понимаете, насколько важно правильное применение, поставьте лайк и подпишитесь, а мы идем дальше. Для кожи куркума используется внутри, а не только снаружи. Теплое молоко с куркумой вечером улучшает регенерацию во время сна. При болях в спине и мышцах куркума работает накопительно. Я рекомендую сочетать ее с магнием и теплым питьем. Это снижает мышечное напряжение и воспаление. Но ключевое — курс не меньше 14 дней, иначе эффект просто не успевает проявиться. Отдельно скажу о возрасте. После 45 лет куркуму применяют реже, но точнее. Я советую короткие курсы по 7 дней раз в месяц. Это поддерживает обменные процессы и снижает системное воспаление, не перегружая органы детоксикации. И вот важный момент, о котором редко говорят. Куркума не сочетается с хаотичным питанием. Если в рационе избыток сахара и переработанных продуктов, она теряет смысл. Я всегда подчеркиваю, специя усиливает правильный образ жизни, но не заменяет его. Перед завершением напомню еще раз. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, для какой цели вы планируете использовать куркуму. Это помогает нам делать контент точнее и полезнее именно для вас. Благодарю вас за просмотр и внимание. Если это видео оказалось полезным, поделитесь им с теми, кому важно здоровье без крайностей. Впереди еще больше документальных разборов и практических решений. До новых встреч!